Я на работе мечтаю о горах. К концу отпуска в горах я начинаю думать о работе. Утром высыпаюсь на работу, иду с удовольствием, работаю с удовольствием. День пролетает очень быстро. Работа тоже очень нравится. Не пожалел ни капельки. Есть возможность для роста. В прошлом году я была лаборантом, а в этом году я уже инженер-технолог смены. Мы делаем все, чтобы действительно молодежи было интересно получать первую рабочую инженерную специальность. Рост экономики, исторический рывок в промышленности. Новому поколению России предстоит решать множество задач, достигать новых высот. Эти результаты основаны на традициях, на опыте старших поколений, тех, кто когда-то начинал процессы промышленной модернизации. Им на смену пришли они, инициативные, творческие, готовые писать новую, великую историю предприятий в своих городах, в своей стране. Кузница эффективных кадров. Новая смена. История любого города – это история его жителей, чьи достижения и подвиги сыграли важную роль в развитии родного края, в сохранении мирной жизни на этой земле, в трудовых свершениях. Новосибирск – самый молодой город среди российских миллионников. Из небольшого поселка за 130 лет он превратился в мегаполис, третий по численности населения город в стране. В 2020 году Новосибирску присвоили почетное звание «Город трудовой доблести» за бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях в годы Великой Отечественной войны. В одном строю с героями фронта Великую Победу здесь, в тылу, приближали как собственные заводы и фабрики, так и больше 3 десятков эвакуированных предприятий. Многие предприятия, которые были перевезены сюда, в Новосибирск, они так и основались на новом месте и несли серьезный вклад в формирование этой очень разносторонней экономики нашего региона и в том числе создание истории многих трудовых коллективов. Предприятия выпускали снаряды, обмундирование, обувь, мыло, продовольствие. Неоценимый вклад внес Новосибирский авиационный завод имени Чкалова. В начале 30-х годов это был завод горного оборудования «Сибмашстрой». А с 1936 года здесь уже строили самолеты. Первым стал истребитель И-16, испытанный героем Советского Союза Валерием Чкаловым. На этой машине прославленный летчик, известный своим полетом через Северный полюс, совершил знаменитую фигуру высшего пилотажа — восходящий штопор. Во время Великой Отечественной войны завод работал под лозунгом «Полк в день», выпуская 28, а то и 30 самолетов в сутки. В те годы в стране было произведено почти 30 тысяч Яков всех модификаций. Половину из этих боевых машин построили именно в Новосибирске. Они сражались со своим основным противником — мессершмиттами, немецкими самолетами-истребителями. Сегодня авиационный завод имени Чкалова является одним из крупнейших самолетостроительных предприятий России. Утро у меня начинается с пробежки до электрички, 1,5 километра. Поскольку я живу достаточно удаленно от завода, добираюсь до работы практически бегом. Бегом до электрички, бегом с электрички через проходную. Я связал свою жизнь с авиацией, потому что авиация меня с детства окружала везде. Мы жили в авиационном полку. Все друзья отца так или иначе были либо летчики, либо инженеры самолета. Первые мои детские игрушки, помимо покупных, это были деревянные самолетики, которые отец пилил.
Авиационный завод имени Чкалова – масштабное предприятие. Оно входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, которая является частью госкорпорации «Ростех». В серийном производстве военных и гражданских самолетов здесь трудятся настоящие профессионалы. Мы находимся в слесарно-сварочном цехе номер 4. Здесь происходит сварка титанов и конструкционных сталей. Практически все изделия, которые выпускает наш завод, они проходят через руки наших слесарей и сварщиков, потому что сварка – это одна из таких базовых конструкций самолета. В годы войны Новосибирск стал важным участком развития оборонной промышленности. По разным данным, на предприятии тогда работало от 19 до 22 тысяч человек. А чкаловцы, а именно так принято называть сотрудников завода, на протяжении всей истории предприятия демонстрировали трудовой подвиг. Первый трудовой подвиг – это освоение машины И-16, которая долгое время была самой передовой, выдающейся машиной в плане истребительной авиации. Потом также в кратчайшие сроки был освоен другой самолет Лак-3, который здесь производился до 1942 года. Все-таки основная такая вот роль – это самолеты различных модификаций Як, то есть Як-7, Як-9 и его продолжение. В наши дни традиции авиастроителей сохраняет уже новая смена, занятая сборкой самолетов последнего поколения. На нашем заводе также производится и гражданская продукция. Здесь мы видим кабину будущего гражданского лайнера. Она пока в заводской грунтовке. Окончательную окраску она приобретет, когда будет передаваться непосредственному потребителю. Они поедут наземным транспортом в Комсомольск-на-Амуре, и там уже будет собираться целиком фюзеляж, салон со всеми атрибутами самолета гражданской авиации. В малом масштабе я испытываю гордость за то, что делаем качественные сварные детали, по которым практически нет нареканий. В большом масштабе это, конечно, когда видим наши изделия в воздухе. Моя работа заключается в администрировании коллектива отдела контроля качества в цехе. Все изделия, которые приходят на завод, ну, естественно, какой-то объем достается слесарно-сварочному цеху, проходят в первую очередь через меня отладка, потому что там нужен такой творческий, что называется, подход. С Александром мы уже порядка 10 лет, наверное, вместе работаем. Человек, он целеустремленный, хорошо образован, грамотный специалист. Пришел-то совсем молодым парнем сюда на завод, мастером работал, потом постепенно, вот он вырос в начальника бюро технического контроля. Подготовка молодежи – давняя традиция этого предприятия. Таким образом, на Чкаловском заводе появляется достойная смена, что всегда вдохновляет наставников. Последние годы очень много приходит молодежи на предприятие. Все приходят, хотят работать здесь на заводе. Александр принимает участие в помощи, в обучении этих молодых людей. Александр у нас, он помимо этой профессии, он еще и у нас и альпинист, достаточно заслуженный. И у него две любви – горы и авиация. И вот здесь иногда даже непонятно, что же он любит больше. Альпинизм для меня – это основная страсть в жизни. Я побывал, наверное, на самом суровом семитысячнике бывшего Советского Союза, это пик Победы. Я еще участвовал в экспедиции в Пакистан в 2018 году. У меня каждый год, в принципе, это какое-то уникальное восхождение, что называется, на переднем крае российского альпинизма.
Я являюсь 9-кратным чемпионом России по различным видам альпинизма. Ногу ставь. Еще. Щелкайся. С женой мы познакомились на скалодроме. То есть она была в теме до того, как мы начали заниматься. Я на работе мечтаю о горах, а к концу отпуска в горах я начинаю думать о работе, то есть это такое переключение. В стране по-прежнему нужны самолеты. И те люди, которые это понимают и делают это частью своей жизни, ну, это или не доблесть. Ни одна экономика ни одной страны не может существовать без производства, только на торговле и на финансах. И здорово, что последние годы, последние десятилетия и общество осознало, а самое главное, молодежь осознала, что рабочая инженерная специальность – это интересно, это престижно, это позволяет зачастую делать карьеру быстрее, чем работа в офисе. В профессиональных инженерах и технологах нуждается сегодня любое производство. Ведь на всех этапах важно следить за качеством сырья и готовой продукции, в том числе и в сфере пищевой промышленности. Новосибирская шоколадная фабрика – это динамично развивающееся предприятие, где сочетаются традиции и современные технологии. Эта фабрика начала свою трудовую биографию в годы Великой Отечественной войны. В период эвакуации в 1942 году из Одессы в Новосибирск доставили оборудование и за короткий срок сумели наладить производство, получив первую продукцию в виде шоколада в плитках и порошке. В первый год удалось выпустить 30 тонн изделий. Коллектив фабрики тогда насчитывал 78 человек. В 1943 году началось освоение конфетного производства. Согласно госплану, необходимо было выпускать по 243 тонны кондитерских изделий в год. Сегодня шоколадная фабрика «Новосибирская», входящая в общероссийский холдинг «Объединенные кондитеры», является одним из крупнейших сибирских производителей кондитерских изделий и лидером рынка в Новосибирске и Новосибирской области. Я не из Новосибирска и переехала в этот город около 5 лет назад. Мне очень нравится этот город, я его люблю. Мне нравится гулять по нашим широким улицам, смотреть нашу архитектуру, смотреть, как город развивается, годами все растет, строится, движется. То есть время не стоит на месте. В Новосибирске много всего есть. Новосибирск – это город развития, душа Сибири. Я зашла в кондитерское производство. Мне показалось это интересно. Я поступила в Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки. Мне очень понравилось все этапы приготовления конфет. Мы там делали, это было очень увлекательно. Я увидела вакансию от шоколадной фабрики, изготовитель конфет. Когда я пришла сюда, директор по контролю качества забрала меня в лабораторию. На нашей фабрике есть возможность для роста. В прошлом году я была лаборантом, а в этом году я уже инженер-технолог смены. На данный момент мы находимся на участке приготовления пралиновых сортов конфет. Сейчас идут конфеты новосибирские, которые проходят процесс глазирования и завертки. Конвейер с конфетами вызывает не только ностальгию о детских мечтах. У этих сладостей знакомый с детства вкус, ведь на предприятии сохраняют традиционные технологии. Наша фабрика производит множество кондитерских изделий, такие как мармелад, зефир в шоколадной глазури, грильяж, конечно же, птичье молоко. Все любят наше птичье молоко. В этих цехах трудится больше 700 сотрудников. Специалисты фабрики ежегодно выводят на рынок новые продукты. Впрочем, продукцию завода новосибирцы знают и любят на протяжении многих десятилетий.
В годы войны высокоэнергетический горький шоколад особенно ценили летчики. Он помогал восстановиться после сильнейших перегрузок во время полетов. Выпускать шоколад в те суровые годы было настоящим трудовым подвигом. Труд работников был очень тяжелый. В основном все операции проводились вручную. Даже какао-бобы в обжарочных барабанах жарили либо на дровах, либо на углях. Не хватало дров, не хватало тепла, и разбирали здание проходной, и забор сам разбирали для того, чтобы отапливать помещение и готовить кондитерские изделия. Когда я прихожу на работу, первым делом я иду на участок «Зефира», потому что у нас там девочки начинают работать раньше всех. Здесь у нас находится участок по производству приготовления зефир ванильный экстра, самый вкусный зефир, который состоит из белка, сахара песка, пектина, сахара инвертно-паточного сиропа и выходит из отсадочной машины. Я смотрю структуру зефира, я его разламываю, смотрю, чтобы она была равномерной, воздушной. Мы очень тщательно следим за качеством нашей глазури. Этот прибор темперметр помогает нам определить ее готовность к работе и степень кристаллизации. В лаборатории мы занимаемся проверкой готовой продукции. Технологи, например, Полина, передают нам готовую продукцию, конфекцию, и мы проверяем ее на качество и безопасность для безопасного потребления покупателями. Работать со сладостями – это как отдельный вид искусства. За что мы создаем маленькие произведения, мы гордимся своей продукцией. Помимо моей работы у меня еще есть увлечение. Я занимаюсь танцами в свободное для себя время. По большей части это классические танцы, а в основном мы занимаемся у станка. Медленно, спокойно, колени сильно натянула. И наверх поднимаешься. Раз, два. И поставила пяточки, стой. Сейчас я ей очень довольна. Она стремится себя развивать. Вот. И мы как-то с ней в тандеме находимся. Мне очень нравится с ней заниматься. Главное – это глаза, главное – это желание донести то, что мы разучиваем, да, какой образ мы строим. И я думаю, что вот у нее это будет успешно получаться. Она стремится к этому. В танцах и в работе есть что-то общее, потому что и там я получаю хорошие эмоции, мне приносит это большое удовольствие, мне это очень нравится. Я чувствую себя полной силой, энергичной и счастливой. Промышленное производство Новосибирской области удерживает позиции одной из главных составляющих экономики региона. Среди ведущих отраслей – машиностроение и металлообработка, создание строительных материалов. По итогам 2023 года не один раз отмечали, что обрабатывающая промышленность нашего региона растет быстрее, чем в среднем по России. И это не только оборонка, это те самые предприятия самого разного масштаба, от известных с еще советской истории до совсем молодых частных инновационных, которые воспользовались открывающимися возможностями на российских рынках и рынках дружественных стран. На сотни горных предприятий СНГ и стран дальнего зарубежья поставляет свои изделия машиностроительный завод «Труд», одно из ведущих российских предприятий по выпуску гравитационного обогатительного оборудования для черной и цветной металлургии, горнодобывающей и строительной индустрии. Завод был основан в Новосибирске в 1904 году.
Машиностроительный завод «Труд» – старейшее предприятие Новосибирской области, которое начинало свою работу как чугунолитейный завод, а во время Великой Отечественной войны выполняло заказы на нестандартное оборудование и оснастку прибывающих в Сибирь промышленных предприятий. Специалисты завода принимали участие в больших стройках, изготавливали изделия для нужд коммунального и транспортного хозяйства, обеспечивали работоспособность и устойчивость жизненно важных для города объектов в трудные для страны годы. За более чем столетие завод «Труд» вырос в современный промышленный машиностроительный комплекс, производящий высококачественную продукцию. В сфере IT я уже больше 7 лет. С ноутбуком почти не расстаюсь. Не расстаюсь дома, не расстаюсь в кафе, не расстаюсь на работе. Все задачи, которые передо мной ставят, это работа в ноутбуке, на компьютере. На производстве я работаю 3 года. За это время я успел сформировать IT-отдел, модернизировал все сетевое оборудование, обновили сервера. Работаем над информационной безопасностью, чтобы у нас не было каких-то проблем с утечкой данных. Мы с вами находимся в механосборочном цехе. Здесь происходит механическая обработка деталей на универсальных станках и станках ЧПУ. Я в данный момент здесь занимаюсь настройкой программного обеспечения ЧПУ станков. IT-отдел на предприятии – это одно из ключевых подразделений, потому что это сейчас очень важный момент. Стратегическая безопасность, именно информационная безопасность предприятия, для того, чтобы пользовались всеми IT-технологиями подразделения в полном объеме. То есть потенциал раскрывался полностью. Все задачи, которые он должен закрывать, он закрывает. В своей сфере он профессионал. А этот участок называют сердцем нашего завода, потому что здесь происходит сборка всех изготавливаемых нами машин. Современное, эффективное предприятие «Труд» – лидер на рынке машиностроения. И здесь делают все, чтобы усилить свои подразделения квалифицированным персоналом. Это заготовительный участок цеха металлоконструкций. Здесь происходит раскрой металла на устройствах лазерной и плазменной резки. Я участвовал в запуске этого станка. На заводе действует ряд программ, которые разработаны специально для привлечения молодежи, в том числе программа «Студент», «Молодой специалист», «Наставничество». Сейчас приоритетными специальностями именно в машиностроении стали токаря-универсалы, операторы станков с программным управлением. Очень большое количество молодых людей хотели обучиться именно по этим профессиям и начать свою трудовую деятельность на заводе. Если молодой человек реально заинтересован, есть блеск в глазах, есть желание, то, соответственно, и мы встречаем с распростертыми объятиями и делаем все для того, чтобы реализовать его желания, его мечты, можно сказать. Вне завода увлекаюсь автомобилями, нравится самому ремонтировать технику. Сначала сделал свою машину, потом со временем похожая проблема появилась у друга. Разобрались, починили, заработало. И вот так вот стало получаться. Интересно, особенно смотреть на готовый результат уже на машине, когда все собрано. Сделал сам, и это заработало. На душе становится теплее. В Новосибирске у меня много любимых мест. Среди них и смотровая площадка. Туда я люблю приезжать, смотреть. Там очень красиво. Чистый воздух, речка, новая ледовая арена. Сразу жить хочется. И силы появляются, стремления. Прям охота горы свернуть.
Конечно же, мы заинтересованы в приходе молодежи на рабочие инженерные специальности. Стараемся все условия для этого создать. Вот приведу цифры. За последние 5 лет количество бюджетных мест инженерных специальностей в новосибирских вузах увеличилось на 30%. Количество мест в колледжах на специальности, нужные для новосибирской экономики, за 5-6 лет выросло в 1,5 раза. Мы делаем все, чтобы действительно молодежи было интересно получать первую рабочую инженерную специальность. Предприятия Новосибирской области ждут новую смену. Увлеченную, талантливую молодежь, которая будет активно трудиться, беречь прошлое и смотреть в будущее. Трудовые резервы страны. В моей семье почти все родные работали на производстве, а это и стало вектором моего движения. Развиваемся за счет друг друга. Молодое поколение учит старое, а старое учит новое. Благодаря этому производство растет. Родине всегда нужен надежный щит. Работать на передовом крае науки и техники для меня это почет.